Сможет ли Девон Ларат после победы над Эрмесом Гаспарини дать бой Денису Цыпленкову? Поможет ли новая программа тренировок Зауру Пойзулаеву в поединке с Георгием Цветковым? Сможет ли Дарья Плужникова добиться высоких результатов в армрестлинге? Кто победил в поединке между Георгием Лукашевским и Михаилом Шевалеевым? Кому чуть не проиграл Алан Макеев? Как прошел один из самых масштабных фестивалей спорта в России? Все это в нашем новом выпуске. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Итак, мы начинаем. Вилли, заряжай! Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Друзья, уже 11 ноября на шоу East vs West нас ждут два одних из самых ожидаемых поединка. Заур Пойзулаев поборется с Георгием Цветковым, а Денис Цыпленков с Девоном Ларатом. Заур, как мне кажется, должен выставить к этому бою свою лучшую форму. По его выступлению на турнире AMC было видно, что Пойзулаев более-менее восстановился после травмы. Если кто вдруг не в курсе, у Заура был оторван бицепс. Когда мне предложили этот поединок, я не раздумывая согласился. Подготовку к армфайту я буду проводить по-другому. Планирую каждую неделю спарринговать. Это должно принести свои результаты, сказал Заур. Ну что ж, времени для подготовки вполне достаточно, и мы будем ждать красивой борьбы. Хотя последнее время спаррингов Заура Пойзулаева мы не наблюдали. Чего не скажешь про Дениса Цыпленкова. У Дениса спаррингов было достаточно. Мы видели его за столом с Артемом Морозовым и с Давидом Дадикяном. А недавно на армпикнике, организованном Arm Wrestling Promotion Machine, мы видели его борьбу с Валерием Чубатару. Тот факт, что Денис в спаррингах не форсирует события и больше борется от защиты в проигрышных углах, спокойно вытягивая оттуда, в меня лично вселяет большую уверенность в его победе. А Валерий, скажу я вам, не слабый спортсмен. Все, наверное, видели его эпатажный поединок с Андреем Шарковым, который он, кстати, выиграл. Если кто не смотрел, посмотрите, он у нас уже есть на канале. Соперник Дениса недавно разгромил звезду итальянского армрестлинга Эрмеса Гаспарини. И этот факт делает предстоящий поединок Дениса и Ларата еще интереснее. Я прям топлю за Дениса, потому что при всей своей известности у Дениса нет никакой звездной болезни. Он обычный скромный парень, он может часами фотографироваться с фанатами и раздавать автографы. Не отказал он и подержаться за свою могучую руку чемпиону России среди инвалидов Виктору Гладилину. Денис, от нашего канала и от меня лично большой респект тебе и уважение. Держись за штырь, Витя, держись, просто поборись чуть-чуть, хорошо. Под чутким руководством Дениса себя в армрестлинге пробует и Дарья Плужникова, которая уже не первый раз приезжает на армпикник. Поклонники Дарьи знают ее как пропагандирующую бодибилдинг и пауэрлифтинг. Но под руководством такого тренера и с таким бойцовским характером, я думаю, совсем скоро мы увидим Дарью Плужникову на соревнованиях по армрестлингу самого высокого уровня. Ты все-таки в армрестлинге планируешь развиваться с кем-нибудь? Сделаем тебе поединок любительский? Конечно, без проблем. Я наоборот горю этим. Мне сейчас это очень нравится. Друзья, в эти выходные мы посетили один из самых масштабных фестивалей спорта – Big Peter Sport Show. Те, кто не приехал в Санкт-Петербург посмотреть это грандиозное зрелище вживую, наверное, сильно пожалеет, посмотрев наш выпуск. Это крупнейшее молодежное спортивное событие, которое впервые состоялось в 2021 году и теперь ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Фестиваль объединяет на одной площадке площадью 13 тысяч квадратных метров более 35 видов спорта, включая бодибилдинг, пауэрлифтинг, строгий подъем на бицепс, армрестлинг, художественную гимнастику, восточные единоборства, воркаут, кроссфит и многие другие. Фестиваль настолько масштабный, что за один выпуск мы не сможем рассказать вам обо всем. И сегодня мы расскажем вам о том, смог ли чемпион Арнольд Классик Георгий Лукашевский дать бой мастеру спорта Михаилу Шевалееву, и кто забрал 30 тысяч рублей призовых денег в абсолютке среди профессионалов. К
сожалению, Георгий Лукашевский подошел к этому поединку с травмой, и многие думали, что армфайт не состоится. Но Георгий настоящий боец, и он не стал отказываться от поединка. В первых раундах Михаил решил измотать своего соперника. Он специально отдавал инициативу и на опыте вытягивал Георгия из проигрышной позиции, тем самым заставляя Лукашевского тратить много сил. Но в третьем раунде, как нам кажется, Миша заигрался и не смог остановить стартовое движение Георгия, и счет стал 2-1. Но в заключительном раунде ценой невероятных усилий Михаил Шевалеев все-таки вырвал победу, счет матча 4-1. Михаил Шевалеев решил не останавливаться на достигнутом и решил испытать удачу, записавшись в абсолютную категорию среди профессионалов. И выступил он, кстати, неплохо, добравшись до 4-го места. А основная борьба за чемпионский кубок развернулась между тремя атлетами – Аланом Макеевым, Имраном Наврузалиевым и Владимиром Утенковым. Кто у тебя был самый в твоей карьере тяжелый соперник? Насколько я титулованных помню, это был Артем Тайнов, Евгений Прудник. О, ты с Прудником боролся? С Прудником я боролся на Кубке мира в Польше. Ого. Золотый тур. Круто. Два дела я левой рукой выигрывал. Фаворитом абсолютки, конечно же, считается Алан Макеев. Но когда Алан встретился с Владимиром Утенковым и спортсмены ушли на разрыв, мне показалось, что не все так однозначно. И на связке Утенков может затащить Макеева, но Алан легко выиграл на классе и в финале встретился с Имраном Наврузалиевым. Мне кажется, что Имран очень достойный соперник и борьба могла быть более интересной, но Имран проспал старт, и в этот раз чемпионом абсолютки и обладателем денежного приза в 30 тысяч рублей стал Алан Макеев. Как вы думаете, интересен ли был бы армфайт между данными спортсменами? Напишите в комментариях. Друзья, уже совсем скоро мы с супругой Еленой планируем выступить на Кубке Урала среди спортсменов-инвалидов в Екатеринбурге. Кстати, Елена стала первой на турнире Big Peter Sport Show и имеет неплохие шансы войти в призы. Мы обращаемся к вам с просьбой оказать посильную помощь нам на данную поездку. Только от вас, от наших подписчиков, зависит, сможем ли мы принять участие в главных соревнованиях года. Помочь нам выехать на соревнования можно, отправив любую сумму по номеру телефона, который привязан к карте 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. На этом все, друзья, но надолго мы с вами не прощаемся. Вас скоро ждут новые выпуски с новыми историями и героями. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравился ролик, пишите свое мнение в комментариях, мы все читаем и нам важно ваше мнение. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер, Курбанов Эрик, автор и режиссер канала Зинятуллин Руслан. Давай, ладно, сделай ее. Это так нечестно. Ты видел, он сразу вот так руку держал. А вот Техника. такие правила. Ну,